Оце надо було так взбодрить мене з самого утра. Всем привет, вы на канале Гвард.ua. Итак, будем творить контент, судя по всему, потому что мне пришло со старта 2 гоблина-убийцы, а это отличная экономика со старта. Не знаю, что я буду здесь делать в этой игре, но мне хочется что-то необычное собрать, что-то вне меты и то, что забыто, грубо говоря. Вот, например, мне бы хотелось сыграть на богах плюс орках. Вот, например. Хотелось бы попробовать сыграть на богах плюс орках, но получится ли, не знаю. Плюс есть здесь дух пятерка, но духа пятерку, по сути, пока что не под кого, как бы, подкидывать. В общем, посмотрим. Я не хочу наперед загадывать. Тут, в принципе, есть Свен, есть Спектра. Есть классные реликвии, которые можно будет попробовать реализовать. В общем, посмотрим. Посмотрим. Старт мне нравится. Поэтому, ребят, присаживайтесь все поудобнее. Всем приятного просмотра, приятного аппетита, приятных снов и хорошего вам дня. Потому что ролик выходит в 12 часов. И катка, я думаю, будет нелегкой. Потому что есть здесь один человек, который заходит в топ-100 мира. Какое место точно не знаю. Ну, в принципе, не важно. Но, как говорится, неважно на каком ты месте находится, самое главное, какая у тебя удача и, соответственно, насколько тебе будет хорошо приходить по фигурам. Вот, поэтому что? Посмотрим. Посмотрим. Хочется попробовать реально поиграть на Свене. Если что, стартанул эту игру я не один, я стартанул ее с Марком. Поэтому Марку привет в этом ролике. Думаю, он привет передаст в комментариях. Блин, ну мне нравится. Мне бы еще гоблина-убийцу в 2 звезды было бы вообще шикарно. Может, попробую на рыцарях-троллях сыграть. Хотя здесь есть Свен и Спектра, поэтому я думаю, мне не дадут сыграть на рыцарях-троллях нормально. Короче, посмотрим. Не хочу загадывать наперед. Просто давайте наслаждаться игрой, погрузимся в нашу супер-омега-скиллозависимую игру. Возможно, придется даже ранний уровень взять. Посмотрим. Так, 2 инчи со старта мне приходят. Отлично. Хорошие 3 артефакта, но я не знаю, какой лучше взять на самом-то деле. Наверное. Но если я возьму сейчас кристалл Божьего посланника, то мне может не фартануть на способность. Мана плюс 50 круто смотрится. Талисман счетчика обалденно смотрится. Я, наверное, возьму талисман счетчика. Плюс броня, плюс возврат. Хотя, на самом деле, наверное, это ошибка. Надо было все-таки попробовать взять все-таки кристалл Божьего посланника, либо ману плюс 50. Так, тут Марк уже показывает скилл Сларк в 2 звезды на первых раундах. Это очень мощный персонаж. Если он еще и предметы найдет обалденно, то это вообще будет 10 из 10. Кстати, орки приходят. Может, попробуем на орках покатать? Клевера у меня нет, но... Может быть, что-то панда принесет. Например, нефритового генерала, Эмбера. Эх, не пришел мне клевер. Ясненько, понятненько. Ладно, возьмем орков. Возьмем орков. Ну, пока что вот как-то так сделаем. Тинкера продам. Может, вместо Тини поставить сейчас Акса. Посмотрим. У меня в любом случае сейчас очень слабый стол. Я бы такое, чтобы вообще поиграть на лустрике. Было бы идеально. Дух пятерка есть. Блин, с кем же скомбинировать духа пятерку? Может попробовать сыграть через 6 духов? Плюс 6 чернокнижников. И керри алхимика. Либо же просто через духа пятерку сыграть. Ну просто духа пятерку легко законтрить. Боже, там уже у ребят такие. Серьезно. Вы это видите? Дизраптор на 6-м раунде? Что? Блин. Ну знаете, что обидно? У меня плохие предметы под этого дизраптора. Если бы я взял ману плюс 50, у меня были бы хорошие предметы. Но, блин. Так что, может сыграть на шаманах? Может это намек, что мне надо сыграть на шаманах? Либо сделать супер комбинацию. Это дух пятерка плюс дизраптора. С обалденным нюком. Ты читер, Гвард. Я сам в шоке, если честно. Обалдеть. Так может реально на шаманах попробовать сыграть? По приколу. Может здесь в легендарных фигурах есть шаман. Легендарный какой-нибудь.
Дизраптор у меня со старта есть. А знаете, что еще? Тут же в реликвиях есть Мамора. Может реально попробовать. Не, ну если упадет Мамора, я по-любому закину Дизраптора в Мамору. И дай бог, к 20-му плюс-минус раунду у меня будет Дизраптор в 3 звезды. Но там у ребят тоже такие обалденные столы. И мой Дизраптор как бы может откисать на начальных раундах. Если бы это Свен был, было бы намного жестче. Но Свену не с чего было прийти. Но пришел Дизраптор, и вообще в шоке сижу. Так, ну начало мне нравится. Единственное, что у меня невероятно слабый стол. Даже с Дизраптором я буду проигрывать сейчас очень-очень-очень часто. Но настроение мне панда подняла. На самом деле, за не знаю сколько игр мне пришла легендарная фигура. Прикиньте, я еще тут более-менее по минимальну получу. Ну, давай, Марс! Хорош! Добил Тинкера. Не знаю, хочу попробовать на шаманах сыграть. Вот честно, хочу попробовать на шаманах сыграть, потому что я давно не играл на шаманах. Очень давно не играл на шаманах. Гвард, если ты найдешь Мамору, если я найду Мамору на 10-м раунде, то это будет жестко. А если еще и Дизрапторов 3 звезды соберу на, ну, плюс-минус 20-м раунде, то забейте, это будет лютая вакханалия. Конечно, законтрить такого Дизраптора можно будет, в принципе, спокойно. Потому что сейчас же маска 5-го тира. Ну, короче, любой предмет, который есть на отхил, он сейчас не будет работать на Дизраптора. Поэтому мне в любом случае понадобится ставить чернокнижников, если я не буду играть через шаманов. В общем. Давайте просто сейчас посмотрим, что будет идти, и от этого будем отталкиваться. Пока что идея такова. Я хочу попробовать сыграть на шаманах. А вот как оно будет идти дальше, мы, соответственно, посмотрим. Боже, я не помню, когда последний раз мне панда притаскивала легендарную фигуру. Вот честное слово, не помню. От слова совсем. Но знаете, в чем плюс? В текущей мете Дизраптор закрывает как Берсерка, как Антимага, так и ничего себе. А можно больше НЧ? Можно мне уже наконец-то как бы придет друид какой-либо, чтобы я мог себе усилить свой стол? Можно? Пожалуйста. На сдачу. Или Дизраптора мне хватит с головой. В общем, Дизраптор же закрывает эти имбы по типу Манки Кинга, Антимага, Берсерка. Там, кстати, нежить огромная собирается. У него 2 винги в 2 звезды. Угу. Тут, кстати, может и нежить нарисоваться. В общем, у меня 50 монет плюс, у меня 91 хп. Я рад. Пока что я рад. Единственное, что у меня очень плохие предметы под этого Дизраптора сейчас. Ну ладно. Ладно. Можно, в принципе, будет попробовать поставить 6 богов. Под такого Дизраптора 6 богов будет очень сильно. Но я хочу попробовать все-таки сыграть на шаманах. Вот серьезно. Хочется контента какого-то, необычного контента. Обычный контент, спасибо, кстати, за друида, плюс куча бабла. Просто триллион тысяч денег. Наконец-то. Поставлю Марси и перекину ей эти все предметы, чтобы мобов мог с легкостью забрать. Вот. Так что вот так. Может, панда сейчас мне выпадет с нефрита... точнее, панда с нефрит... Так, подождите. Запутался. Может быть, мне сейчас упадет с панды нефритовый генерал. И, соответственно, если мне упадет нефритовый генерал, то будет вообще все прекрасно, все замечательно. Жизнь удалась. Поэтому держим за меня сейчас кулачки. Держим, во-первых, сейчас, чтобы с 10-го раунда мне упала Мамора. Давайте, ребят, все вместе держим. Я тоже за себя держу кулачки. Давай вот так даже сделаем. Помолимся, помолимся. Давай. Ну, может, на 20-м раунде хотя бы мне сейчас упадет Мамора. Обидно. Так-то обидно. Очень обидно. Ну, там, кстати, столы у ребят жесткие. Воины еще собираются. Если я по-любому чернокнижников не поставлю, то воины меня сожгут. Они моего Дизраптора испепелят. Ну, только можно Дизраптора, в принципе, сделать с перчаткой 4-го тира, и у него будет чистый урон.
В принципе, можно так попробовать сделать. То есть, смотрите, найти перчатку 4-го тира, демоническую, закинуть дизраптора. Хотя нет, это будет очень мало урона. Лучше все-таки посох 3-го тира. Так, здесь воины. И тут, по-моему, меня сейчас уничтожат. Сейчас Дум прилетит мне в дизраптора. Они... Ну, у меня дизраптор успел закастовать, но, похоже, я все равно откисаю здесь. Не факт, но посмотрим. Тинкер, ну давай. Зайка моя на Тинкере, давай, ну стреляй своими ракетами, уже молодой. Ну! Давай, 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 хорош. Добей, отлично. Ух, лев какой, тигр. Немножко не та панда пришла, но в принципе тоже приятно, спасибо и на этом. Лучше, чем ничего. Жалко, у меня клевера нету, я бы клевер с удовольствием закинул бы в панду. Поставил... Ого! А мертвец там не слишком большой? Весь стол в 2 звезды. Ого! Ого! Кстати, лобби огромное по рангам, судя по всему. Как минимум один человек из топ-100 мира, а все остальные не знаю. Может, вот этот вот парень, у которого ник начинается на Ask, может, он тоже в топ-100 мира входит. Короче, юзаем аптечку, тут я 100% проиграл. Кстати, заметьте, я в предыдущем раунде не юзал аптечку, чисто из-за того, что я не знал, выиграю раунд или не выиграю раунд. Блин, вот эта вот надпись появилась, я надеялся на то, что мне упал нефритовый генерал. Марку сбили там винстрик. Уберем вот так вот, наверное, половину стола. Не, я, конечно, слишком губу раскатал, но может мне сейчас и минер упадет. На золотых роллах сыграю. Потому что снежити, конечно, огромные. Да. Мне бы в идеале найти жрецов, чтобы поставить их на свой стол. Арканы под 0 фигур. Игра виновата. Понимаю. В смысле? У тебя куча фигур с маной. Короче, странную вещь он написал. Ну ладно, не буду обращать на это внимание. У меня 67 хп. На самом деле все очень грустно. Размениваю сейчас свое хп на то, чтобы получить кучу опыта. Наверное, это пока что такая себе тема. Ладно, держим кулачки за то, что сейчас будут легендарные шаманы, и я, соответственно, смогу поиграть через шаманов. Я очень хочу поиграть через шаманов. Я давно не играл на шаманах. Вот прям хочется и хочется поиграть на шаманах. Серьезно. Может, Рики поставить? Хотя, ну его баню. Пока не буду ставить. Сейчас какая-то бесполезная фигура упадет с этого Рики. Будет вообще 10 из 10. Предметы, ну, не на ману реген вообще. Ну, ничего страшного. Ну, кстати, дизраптора нормально так выжигает на первых раундах. Из-за того, что однозвездочные фигуры, нет никаких предметов на подсейв. Довольно-таки жестко выжигает. Я тут, кстати, еще, по-моему, выиграл. Вы видели, куда 3 ракеты от Тинкера полетели? Марк поставил 4 морских. По Марку вообще урона не будет. Спасибо за пивную панду. Я очень рад этой пивной панде. Искренне рад. Надо идти дальше в уровень. Это единственное, что я хочу вам сказать. Потихоньку, понемногу идем в уровень. Надеясь на то, что там будет легендарный шаман. Хочу поиграть на шаманах. Все. Маршрут мой построен. Погнали. Погнали, будем реализовывать. Но если же там не будет легендарных шаманов, либо будет все очень плохо, то придется перестраиваться в какой-то другой билд. Либо же поставим 6 богов и через дизраптора. Но если там соберется 9 воинов, то, соответственно, дизраптор сам себя сожжет. А мне этого как бы не хочется. Ну и ладно. Ну сожжет себя разочек. Ну и чё, ничего страшного.
А там по-любому 9 воинов собирается. О, там и кристалл был отличный. Но кроме кристалла там были еще арканцы. Арканцы мне помогут, арканцы мне нужны. Мана плюс 27 в радиусе, это тоже хорошо. Поставил сейчас 4 орка, чтобы было плюс 400 хп. Так будет намного надежнее играть. Может попробовать ману найти какую. Может кливер найду. Колечко. Возьму колечко. Лишним явно не будет. Да что ж такое? Режим Жигуля активирован. Не знаю, что-то горло так першит странно. Короче, берем 8. Берем 8. И возьмем цветку заранее. Может, здесь будет импреска. Будет импреска, будет 10 из 10. На самом деле, мне бы в идеале найти сейчас солнечного шамана. Или как он там называется. Короче, неважно, как он там называется. Найти просто вот этого вот шамана. И поставить его, чтобы у меня было 3 шамана. Чтобы у меня шаманы мои перевоплощались. Если что, я аптечку на максимум не хочу юзать. Я буду максимально экономить себе хп, потому что, во-первых, у меня нет жрецов. А во-вторых, я не хочу с минимальным количеством хп оставаться. 2 чернокнижника. Это хорошо, конечно, что есть 2 чернокнижника. Можно их, в принципе, и поставить. Только придется либо пантера забрать, либо же орков. Что-то типа сегодня шаманы еще придут. Например, хотя бы шаман лавы. У меня было бы уже 3 шамана. Либо солнечный шаман. Медальон закинул, если что, в дизраптор. Не просто так я это сделал, потому что он на первой линии стоит. На первой линии он стоит у меня тоже не просто так, чтобы он сейчас получал пару ударов в лицо и, соответственно, быстрее ману накопил. Быстрее накопит ману, то, соответственно, быстрее закастует свою способность. Вот, видите? По Марку вообще почти урона нету от дизраптора. Ну, благо, хотя бы Дум полетел в дизраптора, а не в Тинкера. У меня Тинкер может спасти игру. Хотя вряд ли. Или сможет. Давай, 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 сладких, ну хоть чуть-чуть. Чуть-чуть поменьше в табло. Хорошо, отлично. Меня размен полностью устраивает. Этого Тинкера я не заберу в любом случае. Но меня такой размен устраивает. Минимум в лицо, чуть-чуть опыта. Меня все устраивает. 3 волшебника уже подготовил. Там, кстати, тоже чел собрал себе шамана, причем на 7 уровне у него есть солнечный фиолетовый шаман в 2 звезды. На секундочку. Не знаю, пока что поставлю, наверное, духа огня, чтобы он на себя агрил и наносил какой-либо урон. Дум в дизраптор прилетел, это плохо. Кастуй, кастуй, молодой. Ну давай, давай, давай. Есть! Хорошо, чуть-чуть закастовал. Чуть-чуть хп сэкономлю. Так, Дум опять в дизраптор полетел. Ну, в принципе, уже плевать, на самом деле, в кого там Дум полетел. Плевать, потому что дизраптор закатил свою способность, и вообще все равно. Ну, добейте собаку. Добейте, добейте медведя. Добей! 46 хп у медведя не добил. Жестко. Да, это жестко. Может поставить Абадона вместо духа огня. Все-таки какой-никакой, но щит накинется. Ладно, пусть дизраптор немного дальше стоит. Да, нежить огромная. У него винстрик, куча двухзвездочных фигур. 6 богов уже поставил. Аск.
И 9 убийц, кстати. Спасибо за пивную панду, очень полезно. А вот теперь есть 3 шамана. Кстати. Ладно, пант распродам. Есть варлок из орков. Но мы знаем, что есть еще и дизраптор. Поставлю пока что 6 орков. Энчав 3 звезды появилась. Понимаю, полезно. Спасибо. Может 10 взять? Хотя у меня 47 хп. Мамора! Да уберись! Ну... Блин, походу не успел. Ну и ладно, ну и черт с ним. Не успел, так не успел. Орки идут, конечно, прекрасно. Всегда бы так орки шли, было бы вообще 10 из 10. Но я все еще не теряю надежду на то, что придет легендарный шаман. С панды уже мне, естественно, ничего не придет. Поставил 2 жрецов, чтобы хоть как-то себе по хп экономить. Хоть чуть-чуть какую-то часть. Так, Рубик, отлично. 2 яйца, вообще 10 из 10. Так, мне надо, чтобы дизраптор пришел в 2 звезды. Не будем дальше от этого отталкиваться. Ай-яй-яй, башер прилетел. Неприятно. А это тот чел, кстати, который на шаманах играет. Ему ДК в 3 звезды перевоплотился. Еще и темпларка. Больно! Ого. Что-то мне кажется, на шаманах я не поиграю. Надеюсь, на следующем раунде вылупится дизраптор. Пу-пу-пу. Мне кажется, у меня сейчас настолько брови напряжены, что они скоро вылетят из орбит. Ого. Так, 9 воинов там собралось, это плохо. Могу 9 воинов не перебивать. Так, пошел в разнос. Тинкер. Я его не вынесу, к сожалению. Хватит включать режим Гжигуля. Горло. Хватит. Что-то мне кажется, если я сейчас не начну что-нибудь другое собирать, то будет все очень плохо. Спасибо за солнечного шамана, очень вовремя. Дизраптор в 2 звезды не пришел. Ладно. Делаем так. Орков распродам, поставлю пока что 6 шаманов таким вот образом. Мне кажется, я такую дичь делаю. Минера поставлю, пусть будет. ЦК пришел в 3 звезды. Серьезно? Бог ты мой. Что-то мне уже не хочется играть на шаманах, если честно. Варлок. О, классная Мамора. За 4 раунда не смог перевоплотиться в 2-звездочную фигуру. Обалденная Мамора. 10 из 10 ставлю. Спасибо. Спасибо, Мамора. Ты лучшая. Ты лучшая, что только можно получить в этой жизни.
Короче, как-то так сделаю. 5 волшебников, ничего страшного. Надо будет поменять одного волшебника. Сейчас посмотрим, если все будет очень туго. У меня 10 хп. У меня 10 хп. Похоже, это будут мои последние игры. Последние несколько раундов. Вот так вот. Контент требует жертв. 7 хп. Короче, что мы делаем? Может, ну его... Этих шаманов. Я просто пока раскрою все легендарные фигуры. Мне кажется, там... подожди, они все раскрыты. Понятно, тут нет легендарного шамана, это плохо. Ребята, я в полном коричневом цвете. От А до Я. О, посох третьего тира, отлично. Блин, как же мне хорошо варлок идет, если честно. Короче, знаете что? А пошли они в 5-ю точку, все эти шаманы. Будем перестраиваться. Собираем 6 орков. Да, лучше все-таки, знаете, когда играете на шаманах, определиться заранее. А еще лучше заранее видеть то, что будут ли здесь шаманы или не будут здесь 5 шаманов. Легендарных. Надо богов поставить. 4 бога мне необходимо. У меня немного шаманов сейчас есть. Блин, ну передавать, конечно, сейчас арканцев этого шамана будет глупостью, но... Может, какая-то полезная легендарная фигура упадет, когда перевоплотится. Как-то так, пока сделаю расстановку, будем собирать сейчас 6 орков. Ну, 6 орков, 4 бога. Свен 3 звезд, но без шмоток. Пойдет. Против нежити самое то. Но от 9 воинов я буду умирать. Мне надо поставить будет чернокнижников по-любому. Хочу этого или нет, надо по-любому поставить чернокнижников, чтобы хоть как-то хилиться. Солнечный шаман гуляй. Тебе арканцы закину. Скилл винги стырил. Очень полезно. Поэтому знаете, что я, наверное, рискну. Все-таки попробую агоним найти. Да, попробую. Отлично. Агоним есть. Шикарно. Просто 2 идеальных предмета под дизраптором мне упало сейчас. 2 идеальных предмета. Надо 4-го бога найти. Ну. Отлично. Марс есть. Хорошо. 4 бога у меня на связи. Да, лучше бы, знаете, я раньше определился с билдом. Но я просто рассчитывал на то, что в легендарных фигурах будут легендарные шаманы. И будет все хорошо. Но по итогу зря рассчитывал. Надо было рассчитывать просто на то, что вот мне пришел дизраптор, и надо было от этого играть. И ставить себе условных каких-то 6 богов, либо же просто через орков играть и дальше, а потом чернокнижников докидывать. Но через 6 богов здесь играть плачевно, потому что там против меня есть 9 воинов. Из-за того, что там есть 9 воинов, я просто сам себя быстро уничтожу. Поэтому такое себе. На мана-реген у меня ничего нету. Придется довольствоваться отхилом. Энигму поставлю. Хоть как-то этого воина будет выжигать. Хоть как-то. По чуть-чуть, понемножку, но будет выжигать. И вот так вот сделаю. Леончика поставлю. Так, яйцо. У ребят там в чате заруба. Блин, ну если бы я определился заранее, что я буду играть на оргах, у меня был бы уже варлок в 2 звезды.
Ну, 9 убийц я, в принципе, могу не опасаться. Хотя там есть Рики. Это 9 воинов. Вот видите, как меня выжигает? Хорош. Испепелил. Отлично. Фух. Живем, живем. Вот это вот там в чате у ребят заруба. Но мне на самом деле не до вас. 9 убийц, Рики здесь стоит, а это означает, что он будет... Надо, наверное, немного переставить, потому что Сайленс, по-моему, накинется на мои фигуры. А конкретно на моего дизраптора. Энигма. Я бы, конечно, хотел Энигму себе 3 звезды собрать. Но вряд ли у меня получится. Если бы не 9 воинов, то можно было бы немного другой билд себе сделать. Тут как раз есть дух пятерка. Можно было бы сделать какую-то лютую комбинацию под духа пятерку. Но без чернокнижников я себя аннигилирую максимально быстро. Там чел на нежити, кстати, классно играет. Всех кучно поставил, я такое люблю. Я уже не раз говорил о том, что, ребят, ставьте всех так кучно, особенно когда есть против тебя дизраптор. Если мне еще сейчас упадет драконий рог, то это будет вообще 50 из 50. Точнее, из 10. Но игра на самом деле сложная. Я сам себе ее усложнил по факту. Надо было просто заранее не пытаться собирать себе шаманов, а тупо играть от того, что мне вот пришел дизраптор, собрать его под 6 богами и кайфовать от игры. Но, как говорится, что сделано, то сделано. А еще у меня дизраптор стоит в сайленсе, а это плохо. Но в любом случае у него маны не было. А сейчас я его сожгу. Все-таки хп у меня овер много. Щит 5-го тира ему не поможет. Дух огня, я думаю, такое себе. В самом деле, такое странное решение у моего противника на нежити. Поставить всех кучно, когда ты знаешь, что у противника есть дизраптор в 2 звезды. Странное решение. Ну, бога я должен 100% вынести. Хускара не факт, что я смогу вынести, потому что у Хускара там есть маска 5-го тира. Поэтому Хускар может меня спокойно переживать. Если была бы у меня маска 5-го тира, я бы вообще этого Хускара не опасался. Ну, там, кстати, есть Дум из неприятного. Наверное, стоит мне поставить сейчас всех кучно. Хотя там есть корабль, кунки. Ну, короче, я думаю поставить сейчас всех кучно не просто так, а из-за того, что там есть Дум, и мне надо 100%, чтобы накинулась тучка на этого Дума, чтобы этот Дум не смог меня закрыть. Если он закроет моего дизраптора, это будет лютая поплава. У меня просто нету предметов на манорегена вообще. Магическое копье, отлично, мне это нравится. Вообще, я хочу попробовать найти предмет 3-го тира. Мне нужен драконий рог. Рейд ночных зверей берем. Мог бы взять мету, но не хочу мету брать. Рейд ночных зверей намного импактнее будет. Тут либо пан, либо пропал. В идеале бы вообще поставить себе 4 чернокнижника, чтобы было 30% от хила, но чего нет, того нет. Клевер я скипну. И возьму медальон. 50% уклонения. Либо да, либо нет. Пойдет. Дум есть с маной там. Знаете, чем мне нравятся шаманы? Это тем, что у них, когда там где-то 75% маны, они сразу кастуют свою способность. То есть им не надо прям до 100 добивать свою ману, чтобы закастить свою способность. Столько много прекрасных персонажей, которые хочется взять. Дух пятерка, 2 штуки, отлично пойдет.
Может быть, я все-таки рискну и поставлю духа пятерку. Это будет идеальная комбинация под духа пятерку. Может, вообще керри духа пятерку сделаю. Чтоб там лютый взрыв был. Так, этот парень что-то там на шаманах собирал, пытался, но не повезло. Зеркало, спасибо, очень полезно. Драконий рог, пожалуйста, драконий рог. Мифриловый доспех возьму. Защитит 100% меня от дума, поэтому мне плевать будет на этих воинов. Хоть там он и очень сильный на воинах, но мне будет максимально плевать на него. Вдруг чего, может быть, я даже реально против этого воина поставлю перчатку 4-го тира и буду выжигать его с перчаткой 4-го тира. Чтоб просто не было никакой возвратки от воинов. Какой же ты огромный там на нежити. Жаль, драконьего рога нету, серьезно, жаль. О, кстати, щит Абаддона у меня есть. Так, опять этот воин. Отлично, Сайленс накинулся и на Дума, но посмотрите, как я себя выжигаю. Была бы у него Кираса, он бы меня вообще сжег за 3 секунды. Нормально, нормально, выношу. Хорошо. Воин для меня сейчас самый опасный. Я даже нежить не так боюсь, как этого воина. Воин будет выжигать меня от края до края. Надо расстановку уже поменять все-таки. Потому что там Хускар свои стрелы еще на меня накидывает, и для меня это неприятно. Как-то так сделаю расстановку. Самое главное, чтобы сейчас Дум накрывался. Это самое главное. Потому что мифриловый доспех, он работает абсолютно на все подряд. Все подряд и выйдет. Мне бы еще, конечно, Варлоков 2 звезды было бы идеально. Ну все понятно. Знаете, что он там собирает? Смотрите. Я проявляю сейчас свои сверхъестественные способности. Он будет собирать себе гритеров, поставить себе антимагов 3 звезды и будет кайфовать от жизни, вынося моего дизраптора. Проверяйте. 100% так будет. Я даю гарантию. Зуб даю. Впервые за всю историю я сейчас даю свой зуб. Он 100% поставит себе антимага сейчас в 3 звезды и поставит себе гритера. ХП у него много. Ну, хотя нет, 14 хп может даже и не успеть поставить. Но просто когда он поставит себе гритеров, ему на мой сайленс будет максимально плевать. Это первый момент. Второй момент. Ему будет плевать на минус хп нежити, потому что нежить не снимает минус 40% хп гритером. Поэтому с антимагом в 3 звезды он, в принципе, будет его разваливать. Если, конечно, ему антимаг в 3 звезды придет. Но как только ему антимаг в 3 звезды приходит, забейте. У него там маска 5-го тира есть. У него там есть кристалл призрака. То есть, ну, там будет, забейте. Он просто взорвет меня. Ну, 6 богов вообще полная Г. Убийцы тоже такое себе. Ну, просто смотрите, у него там 3 яйца есть. Если, не дай бог, ему придет сейчас еще один антимаг. И еще одно яйцо. Либо же просто 2 антимага. Будет больно. А вот, кстати, нежить. Ну, как я уже ранее сказал, мне на нежить абсолютно плевать. Из-за того, что нежить стоит там кучно, там просто развал. Дух пятерка в 2 звезды, отлично. Я, в принципе, могу духа пятерку поставить в дальнейшем. Так, ну все. Самое главное, чтобы он не поставил себе антимагов 3 звезды. Я думаю, антимагов 2 звезды я еще хоть как-то смогу вынести, а вот антимагов 3 звезды 100% нет. Но он уже заранее ставит себе гритеров. Ребят, ну... Нежить я вынесу. Но на самом деле, даже если я проиграю сейчас гритером через антимагов 3 звезды, вообще плевать. Пока что так поставлю. На мобов. Хотя, может, и не на мобов. Может, просто на игру поставить. Сейчас бы драконий рог упал, было бы идеально.
И Варлок желательно в 2 звезды. Немного проще будет. Еще один мифриловый доспех, понимаю. Клинок тени или судебный жезл. Я думаю, судебный жезл возьму. Он все-таки мне немного маны порегенит, когда взорву. Бессмертие. Ну, я возьму бессмертие. На гарантию хочу сыграть. Ну, давай. Драконий рог. Ну, пусть будет посох 5-го тира. Попробуем сейчас так сыграть. Под духа 5, чтобы сразу взрывать. Может, мне фартанет, я дизрапторов 3 звезды соберу, тогда и гоним перекину в духа 5. Хотя, ну его в баню, не буду. Дизраптор так хорошо идет. Так, это у нас воины. Ну так у меня бессмертие есть, а поэтому чернокнижников немного убрал. Еще жрец немного подхилит, хорошо. Отлично. Да, все. Блин, если бы сейчас это было не зеркало, пришел бы ко мне оригинал, я бы его вынес из игры, прикиньте. Я бы его вынес из игры. Жаль, что зеркало ко мне пришло. Жаль. Ой, кстати, а он нежить вынес. Гритеров ставят, это плохо. Ну, дух 5 сейчас будет бесполезен для меня. Я ничего не смогу сделать с этим духом 5 против Гритера. Ну давай, антимагов 3 звезды доставай уже. Давай, пора. Time to антимаг 3 звезды. Прикиньте, антимаг в 3 звезды. Здорово! Да, не имбовый персонаж, ни грамма. Ну все. Так сказать, спасибо за игру. Но катка была красивая. Мне понравилось. Надо было раньше определиться с билдом. Если бы антимагов 2 звезды, я еще более-менее уверен, что выиграю. Спасибо. Драконий рог тоже прекрасный такой предмет. Мне очень понравился. Там и щит 5-го тира. Да, не, все, это ГГ. Ну, духа 5 чисто так поставлю. Я в любом случае тут проиграл. Антимаг 3 звезд, антимаг 3 звезд. Ну, с блинком. Так как бы я там и расстановку не делал, вообще плевать. Ну, классная игра, классная игра. На одном хп держался. На одном хп. Жалко, что в предыдущем раунде ко мне пришел именно он зеркалом, а не оригиналом. Пришел бы он не оригиналом, а не зеркалом, это была бы легкая игра. Но красиво, красиво. Впервые за долгое время ко мне пришел дизраптор на 6-м раунде, обалдеть. Да даже не только дизраптор, а то, что мне вообще в целом панда принесла легендарную фигуру так рано. Даже, кстати, у его дизраптора есть драконий рог, в отличие от моего. Ой-ой-ой, какая игра. Какая игра, боже. Не знаю, я на самом деле, типа, доволен этой игрой. Не зазорно проиграть антимагу в 3 звезды. Вообще не зазорно. Кайфовая катка. Кайфовая. Надо было просто вот в действительности, я вот сейчас себя за это корю, надо было намного раньше определиться со своим билдом и идти вот в то, что я хотел. В шаманах, конечно, не получилось. Надо все-таки, когда играешь на шаманах, надеяться на то, что есть уже открытые 2 легендарные фигуры шаманов. И надо было просто идти в бога орков и спокойно себе чилить. Я бы спокойно мог взять здесь топ-1, пока они там развивались и все такое. Просто вот
промежуток в один раунд и то, что он пришел ко мне с зеркалом, зарешало. Ну и то, что ему пришел антимаг в 3 звезды, тоже это зарешало. На самом деле, мог скилл подвести, и он бы антимага в 3 звезды не собрал, ему тупо он бы не перешел. В 2 звезды антимага, я думаю, я бы еще затащил, а вот в 3 звезды 100% нет. Просто у антимага в 2 звезды намного меньше хп, а так как у него там обалденнейшие предметы, он мне спокойно пробивал. Ну что ж, вот такая вот получилась игра. Игрой я полностью доволен, мне она очень понравилась. Наконец-то я получил хоть какую-то легендарную фигуру очень рано, а не мои противники. Кайф. Я просто эмоционально доволен на 150%. Что думаете по поводу этой игры, вы напишите в комментариях. Не забудьте на меня подписаться и прожать под этим роликом свой лайк, чтобы он продвинулся в тренды рекомендаций. А также, если ты не подписан на мой еще телеграм-канал, то обязательно подпишись, потому что я там пишу по обновлениям этой игры, когда у меня стримы. И в целом у меня там есть чат, комьюнити, где мы все переписываемся. Все ссылки на мой телеграм-канал закреплены в описании под видео, в комментариях под видео и на экране у вас появится QR-код. Всем спасибо за просмотр и всем удачи!